Группа Scorpions – немецкая англоязычная рок-группа, созданная аж в 1965 году в Ганновере, Германия, ставшая кумирами для многих слушателей классического хард-рока и обожателей лирических гитарных баллад. Группа Scorpions была основана аж в 1965 году неким Рудольфом Шенкером, гитаристом, композитором и настоящим рок-н-ролльщиком. Рудольф с детства очень любил рок-музыку, слушал The Beatles и прочих крутых ребят. В возрасте 5 лет впервые взял в руки акустику Хофнер, а через некоторое время предложил своему младшему братану Михаэлю учиться играть на гитаре тоже. Очень скоро братья полюбили рок по-настоящему. В пубертатный период, лет так 16, он создает свою первую группу, которую называет неприметно Nameless, что означает безымянный. Однако вскоре, видимо, ему стало понятно, что это не круто, и он придумывает новое название и называет ее Scorpions – Скорпионы. Вот так круть. Вначале Рудольф был и вокалистом, и гитаристом, но как-то понял, что получается у него это фиговенько, и стал подумывать, где бы найти нового вокалиста. Тем временем братец Михаэль как-то рассорился со своим братом и ушел из Scorpions в коллектив Коперникус, Коперники, гори они огнем, в котором тогда находился вокалист Клаус Майне. Рудольф подумал, как бы вернуть к себе этих пацанов, и долго не думая взял и пригласил их обратно, заодно пригласив Клауса. Решение петь на английском языке, по утверждению Майна, было связано, как минимум, с двумя причинами. Во-первых, на английском пели такие крутые рок-группы, как Rolling Stones, The Beatles, The Who и прочие классные перцы. А во-вторых, Scorpions грезила международными амбициями, и чтобы стать частью международной тусовки супер-хитовых рокеров, немецкий никак не подходил. На международной сцене Скорпионы появились в 1972 году, когда выпустили свой первый супер-рокерский альбом. Назывался он Lonesome Crow или «Одинокая ворона», а может быть даже и «Белая ворона». Ближе к концу 73-го, где они сопровождали тогда популярных лондонских УФО, Михаэлю Шенкеру предложили стать гитаристом группы, и он быстро согласился. Конечно, с братцем-то в одной группе жить не очень-то интересно. Стать суперзвездным гитаристом Scorpions в тот момент, когда Михаэлька-то ушел в УФО, предложили музыканту Уилли Роту, но, вы знаете, тот как-то сильно не повелся и решил остаться в своей группе Down Road, где также играли Франсис Бухольц, Ахим Киршинг и Юрген Розенталь. Рудольф Шенкер, решил, долго не думая, присоединиться к этой группе, затем в нее пригласил Майна, и, в общем-то, в каком-то смысле Scorpions исчезли в тот момент. А вот группа Down Road, Рассветная дорога, взяла себе уже знакомое в Германии имя и стала Scorpions. И теперь в суперобновленном составе из 5 супер-рокерских звезд группа записывает диск Flight to the Rainbow. Полетели к радуге. Ох уж эти 70-е. Журналисты Британии того времени как-то в штыки восприняли всю эту тему, типа немецкие ребята поют на английском. Боже, что они писали? Да мать его, это же Блицкриг и прочее дерьмо на всякую военную штуку. Цитата. «Конечно же это нас задевало, но мы хотели показать, что мы новое поколение Германии, что мы пришли с гитарами, а не с танками. Мы чувствовали, что благодаря нам появляются новые мосты между странами и поколениями. Мы меняли отношения людей, и это было очень важно для нас». Да, тогда они еще не знали, через сколько времени появится Рамштайн. 2 следующих суперальбома In Trance и Virgin Killer показали, что скорпы наконец-таки нащупали свой уникальный стиль. Одной из главных задач любой группы того времени был успех в Америке, а там ведь и бабки, и гастроли, и все дела. В 1977 году братец Михаэль, выступавший тогда с УФО, позвонил братцу Рудольфу из Лос-Анджелеса и спросил: «Эй, чувак, а чего вы до сих пор не выступаете в Америке? Ведь группа Ван Хален, которую он наблюдал в клубе на днях, исполнила такие хиты, как Spirit Coming и Catch Your Train». Последовал ответ: «Чё? Все, мы рвем когти, едем, ща приедем».
1979 году братец Михаэль окончательно рассорился с братцем Рудольфом и покинул Scorpions, основав свою группу наперекор ко всем – MSG. А на место соло-гитариста Scorpions наконец-таки окончательно возвратили Матиаса Япса. Альбомчик Love Drive, то бишь «Любил кататься», стал настоящим прорывом для группы. И именно с этим альбомом Скорпам приходит настоящий международный успех. Они покорили Америку. К 80-му году группа записывает свой 7-й по счету альбом Animal Magnetism – «Животная страсть». У Клауса Майна, к сожалению, начинаются проблемы с его горлом. Он переносит операцию на голосовых связках, но это его не сломливает. Новый альбом Blackout или «Маскировка» получает платину в США и Канаде и попадает в топ-10 журнала Billboard. Как и следующий альбом Love at First Sting – «Любовь с первого укуса». Именно в этот альбом вошла известная всем баллада. По словам Майна, гастроли 80-х в Америке были одной непрекращающейся вечеринкой, ну а как иначе? Однако при этом ни у кого из группов не возникало проблем с употреблением наркотиков. Тогда с этим проблем не было. На US-фестивале в Калифорнии в 1983 году хедлайнер феста Ван Хален перед выступлением, которых должны были выступать Scorpions, запретил использовать на сцене спецэффекты. Scorpions нашла чем ответить. Они просто наняли 5 истребителей, которые летали над аудиторией и долиной Сан-Бернардино. К 1984 году Скорпы уже рубят вовсю в Америке. Они собирают аншлаг в Madison Square Garden. Концертный альбом World Wide Life 1985 года демонстрирует качественный классный саунд. Записанный супер круто и с хардроковским звучанием, он занимал 14 место в американских чартах. Чуть позже была тишина, аж в 4 года, а перед выпуском того самого Savage Amusement «Дикие развлечения», что вышел в 1988 году, группа берет свой отпуск и записывает альбом. Альбом разошелся с суперпродажами, достиг 5-й позиции в США и 1-й в европейских чартах. В 1988 году группа решает поехать на восток. И куда вы думаете? Конечно, в СССР. Эй, ухнем, еще разик, еще раз. Это был колоссальный успех. Они дают 10 аншлаговых концертов в Ленинграде и по ходу пьесы спонтанно заезжают в ленинградский рок-клуб. После этого выходит их супер успешный на сегодняшний день альбом Crazy World – «Безумный мирок», а песня из него Wind of Change или «Ветер перемен», посвященная перестройке в СССР того времени, занимала первые места в хит-парадах всего мира и стала первой песней Scorpions с более чем 1 миллионом продаж. Это был колоссальный успех, очень много денег. Но мало кто знает, что за год до релиза Wind of Change рухнула Берлинская стена, а группа выступила на Потсдамской площади вместе с Роджером Уотерсом из Pink Floyd и другими музыкантами в шоу The Wall Life in Berlin. К концу 90-х группа подустала и чувствовала себя на грани, даже думали, что могли бы распаться. В 1999 году выходит их экспериментальный Eye to Eyes, который не вызвал особого интереса в Америке и Европе. Цитата. «После всех этих лет альтернативной музыки мы даже не знали, остались ли у нас еще фанаты». Так как Европа и Америка уже не проявляли к Scorpions интереса, они подумали, да и отправились в Азию. И это был офигенно верный вход. В одном только Таиланде их альбом 20-кратно завоевал платиновый статус. А потом еще и успех и в Корее, в Малайзии. В общем, они даже успели выступить на концерте у Майкла Джексона, который состоялся в Мюнхене, исполнив там свои Send Me an Angel. Ох, уж это рок-н-ролльная история. Don't stop at the top. Никогда не останавливайся на достигнутом. Scorpions, как бывалые хард-рокеры, начали новое тысячелетие совместной идеи. Они взяли и записали альбом с Берлинским филармоническим оркестром.
и благодаря своему содружеству с Кристианом Колоновицем выпускают совместный альбом Moment of Glory, который выходит 29 августа 2000 года. Следующие 10 лет был больше похож на один нескончаемый тур. Ребята много где выступали, но альбомов не выпускали и не писали. Зато это был классный период, когда они заезжали то в Москву, то в Петербург, и мы могли побывать на их концертах. Спустя 10 лет, 12 марта 2010 года, вышел сингл The Good Die Young – «Хорошие умирают молодыми», записанный совместно с Тарри из группы Nightwish, а 19 марта состоялся релиз альбома Sting in the Tail – «Жало на хвосте». После выхода альбома Sting on the Tail группа действительно стала подумать, что все, кажись, закат рокерской карьеры таки подошел. Но такое слово, как пенсия, никто не отменял. Мы решили уйти, пока мы на пике, пока интерес к нашей группе высок, пока нас любят наши поклонники. Мы уходим. Но имейте совесть, мы столько всего написали, что вам еще слушать и слушать. Но записывая этот альбом, они почувствовали, что рок-запала у них еще хватит на несколько десятилетий вперед. Цитатка. «Прощальный тур нас хорошо подстегнул, мы записали новый материал, и мы были так удивлены, узнав, как много у нас молодых фанатов, и никто из них не хочет, чтобы мы уходили». С 11 по 14 сентября 2013 года Scorpions бахнули новый проект. Они отыграли MTV Unplugged, да-да, полезли в ящик, который был записан в Liberty Theatre, театр Ликовит в Афинах. Слушайте, там они играли совсем редко играемые на концертах песни и никогда ранее не звучавшие вживую, а также представили публике несколько новых песен в акустической обработке. 29 ноября 2013 года вышел их новый концертник MTV Unplugged. В 2015 году Scorpions празднуют 50-летие. Полтинник на рок-сцене. Вот это настоящий поворот. 20 февраля вышел их 18-й студийный альбом Return to Forever. Походу парни решили точно вернуться в вечность и уже никогда не уходить. В апреле 2020 года группа в связи со всей этой штукой, которая стала происходить на планете Земля, или COVID-19, или мы все умрем, выпускает песню Sing of the Hope, или Знамя надежды, и тем самым дает нам надежду на жизнь в будущем. В середине июля 2020 года Скорпы вошли вновь в студию, чтобы где? Конечно, чтобы возобновить работу над своим 19-м студийным альбомом. Сессии должны были изначально записываться в Лос-Анджелесе, но так уж получилось, что пандемия-шмандемия, и записывались они удаленно. Да-да, через Zoom. Какие бы ни были времена в течение всей жизни группы, Скорпы всегда были на острие атаки. Такие уж они настоящие рок-н-ролльщики. И сейчас на дворе 21 год, и пандемия шагает по всему миру, но ребята трудятся, они живы, они играют рок, хард, хэви музыку, и мы ждем от них новых свершений. Thank you for all your rocking support. You guys rock. Guess what? Just like a hurricane. We see you out there.